Предлагаем рецепт ароматного вкусного хлеба, который не черствеет в течение недели. Для этого понадобятся такие продукты: дрожжи, соль, сахар, мука, вода, подсолнечное масло. Помещаем дрожжи в посуду. Крошим их. Наливаем воду в посуду. Венчиком перемешиваем. Добавляем сахар. Опять перемешиваем. Затем добавляем муку 250 грамм или половину от нормы. Норма здесь 500 грамм. Снова тщательно перемешиваем. Накрываем, чтобы дрожжи активировались на время от 20 до 60 минут. На это время можно заняться своими делами. Прошло 60 минут, наша опара готова. Продолжаем формировать тесто. Добавляем ложку соли, затем оставшуюся часть муки. Тесто хорошо вымешиваем. Тесто должно быть липким, но не прилипать к рукам. Если тесто после вымешивания липнет к рукам, можно добавить 1-2 столовых ложки муки. Все зависит от плотности муки. Когда тесто полностью вымешано, в конце добавляем масло. Хорошо вымешиваем тесто с маслом. Накрываем тесто и оставляем на 40-60 минут, чтобы оно увеличилось в 2 раза. После часа тесто увеличилось в 2 раза. Мы его обминаем. Помещаем разделочную доску на стол, посыпаем мукой. Помещаем тесто на разделочную доску. Слегка растягиваем. Тесто слаживаем конвертиком. Подворачиваем, формируя кирпичик. Защипываем тесто по краям. Помещаем в форму для выпечки, предварительно застелив ее пергаментной бумагой. Тесто сбрызгиваем водой, чтобы оно не подсохло. Форму с тестом накрываем полотенцем и оставляем для подъема в 2 раза на время от 40 до 60 минут в теплое место. Ставим духовку на разогрев 180 градусов. Тесто хорошо подошло, будем ставить в духовку. Сбрызгиваем водой, чтобы тесто не порвалось при подъеме в печке.
Прошло 50 минут. Наш хлеб готов. Вылаживаем хлеб из формы на решетку. Если горячий хлеб не выложить из формы, а дать ему остыть, то он намокнет, так как внутри хлеба все же присутствует влага. Накрываем хлеб полотенцем, чтобы корочка была мягче. После того, как хлебушек наш остыл, попытаемся его разрезать и посмотреть, что же получилось. Вот такой чудесный, ароматный, вкусный хлебушек у нас получился. Попробуйте сделать его сами. И вот столько хлеба можно получить из 2 килограммов муки. И вы увидите, что это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если хлеба много, его можно заморозить, и после разморозки он будет такой же мягкий и ароматный. Приятного аппетита!